Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Доктор Желчь и его автор и постоянно ведущий, доктор медицинских наук, профессор Виктор Владимирович Картавенко. Все чаще и чаще мы от вас, дорогие друзья, от наших клиентов получаем письма с просьбой разобраться в таких состояниях, которые вызывают хронический стресс, как системное нарушение пищеварения, вздутие живота, нарушение настроения, расфокусировка зрения, нарушение концентрации внимания, горечь и тошнота по утрам. И, в общем-то, все вы прекрасно понимаете, что это результат воздействия хронического стресса. Пользуясь случаем, я хочу вам рассказать и показать некую логическую, технологическую цепочку воздействия хронического стресса именно на формирование тех жалоб, с которыми вы с нами делитесь. Итак, в первую очередь, обращаю ваше внимание, что хронический стресс патологически влияет именно на качество желчного пузыря. Вот вы видите на экране монитора, каким образом представлен желчный пузырь, который находится в результате хронического стресса. Значит, следующий этап формирования такого состояния, или то, что вызывает такое состояние хронического стресса, это воздействие на 12-перстную кишку. И как результат, у нас формируется вначале холецистит, то есть воспаление желчного пузыря, потом у нас формируется острый или хронический колит. В результате нарушения моторного оттекания желчи, желчь медленно, но верно превращается вначале в хлопья, потом в кристаллический песок, и очень быстро кристаллический песок превращается у нас в камушки, которые вызывают состояние как хроническая или острая желчно-каменная болезнь. В результате такого состояния формируется то, что сейчас медицинской, будем говорить, общественностью всего мира признано очень тяжелым состоянием. Это хроническая желчно-каменная болезнь. 90% впервые диагностированной желчно-каменной болезни, как правило, в течение года заканчивается, в 90%, я повторяю, как правило, заканчивается оперативным удалением желчного пузыря. Но есть печальная статистика, которая говорит о том, что 3% в результате оперативного вмешательства заканчиваются летальным исходом в результате развития так называемого желчного перитонита. На нашем сайте мы разместили материал, посвященный 5 способам борьбы с развитием таких состояний. И сегодня я хочу с вами поделиться одним из самых популярных на Востоке и сейчас уже, в общем-то, и на Западе, методом воздействия на биологически активную точку, которая очень быстро, очень положительно терапевтически снимает состояние как острого стресса, так и хронического стресса. Это знаменитая точка духа или точка фэн-чи. Эта точка располагается в основании затылочного бугра. Воздействие на нее вы можете оказывать как пальцевым воздействием или вот таким вот карандашиком. Определяете вот эту точечку и в течение 1,5-2 минут мягкими нетравмирующими движениями по часовой стрелке разминаете эту точку. Вот таким вот образом. Только с правой стороны? Нет, эта точка является двухсторонней, поэтому ровно так же вы можете воздействовать и на левую локализацию этой точки. Обращаю ваше внимание, что если вы правша, вам надо начинать воздействовать на точку фэн-чи справа. Если вы левша, вам надо воздействовать сначала терапевтического воздействия на точку фэн-чи слева. Если у вас хорошие, сильные, длинные руки, вы можете делать одновременно вот такие вот движения. Хочу вас сразу предупредить о том, что точечка это слабоболезненная. И вообще практика использования точки фэн-чи в традициях уйгурской медицины, тибетской медицины, она как раз таки лежит в основе здорового развития мозга. Я подчеркиваю, именно здорового развития мозга, потому что локализация точки фэн-чи находится на энергетическом канале желчного пузыря, и начиная с молодых ногтей воздействие на эти точки очень хорошо стимулирует развитие мозга, очень хорошо снимает воздействие как острого, так и хронического стресса.
То есть снимает стресс, снимает спазм в желудочно-кишечном тракте, и в частности в желчном пузыре. Конечно, И является... дает подпитку мозгу. Да, и дает не только подпитку мозга, но и является, в общем-то, энергетической основой не развития тех причин, вернее, будем говорить, не развития тех состояний, с которыми вы с нами делитесь. И, пользуясь случаем, я хочу опять же подчеркнуть, что ни афобазол, ни персен, ни новопосит не вызывает столь положительной реакции на воздействие, на состояние вашего организма, как именно как точка ФНЧ. Потому что ни персен, я повторяю, ни новопосит, ни афобазол, они не являются отражением вашей персональной, вашей индивидуальной конституции. А в вашем случае, невзирая на то, что точка, казалось бы, одна или их две, так сказать, и они есть у каждого человека, но именно особенности вашей конституции будут подчеркиваться и будут сниматься воздействием на точки ФНЧ. Ну хорошо, а если стресс затянулся, если своими руками вот так вот безопасно и быстро не получается справиться с этим, что делать? Но в этом случае надо все бросать, покупать билет в Краснодарский край, в Туапсинский район, поселок Майский и приезжать к нам в санаторий Беларусь, Управление делами президента Республики Беларусь, в нашу клинику восстановительной медицины академиков Картавенко. С вами были на связи академики Картавенко, Татьяна Владимировна Картавенко и Виктор Владимирович Картавенко. Всего вам доброго. Звоните, жалуйтесь, делитесь.